Приветствуем всех! Сегодня у нас подробный разбор такой темы, как кашель. Мы будем опираться на российские клинические рекомендации для врачей общей практики. Документ МР-27, он был утвержден в 2015 году. Да, здравствуйте. Источник у нас довольно основательный, это целое руководство от Ассоциации врачей общей практики. И мы попробуем посмотреть на кашель не просто как на симптом, ну, скажем, простуды, а постараемся копнуть глубже. Да, и тема, надо сказать, очень актуальная. Вот в этих самых рекомендациях говорится, что хроническим кашлем, ну, то есть таким, которые долго не проходят, страдают от 10 до 20% взрослых. Ого, 10–20%? Это же много. Очень много. И это ведь не просто неудобство. Такой кашель, он может вызывать и физические проблемы, и социальные, и психологические. В общем, качество жизни снижается и заметно. Понятно. Ну и неудивительно, что это одна из самых частых причин, почему люди вообще идут к врачу. Логично. Давайте тогда начнем с самых основ. Вот что такое кашель? Ну, с точки зрения физиологии. Как он устроен? Ну, если по-научному, кашель, или тусис по латыни, это рефлекторный акт, точнее форсированный выдох. Он происходит в 3 фазы, обычно при закрытой голосовой щели. Ну и звук такой характерный получается. Угу. Но самое главное — это защита. Защитный механизм. Он нужен, чтобы дыхательные пути очистить. От мокроты, пыли, дыма, ну, от всего лишнего, что туда попало. То есть организм пытается что-то выбросить. Совершенно верно. У нас есть основной механизм очистки — мукоциллярный клиренс. Можно представить его как такой, знаете, эскалатор, который постоянно выводит слизь наверх. Интересная аналогия. Да. И вот когда этот эскалатор не справляется, или когда что-то крупное попало, вот тогда и включается кашель. Как такая, знаете, аварийная система очистки. Аварийная бригада, понятно. А что ее вызывает? Что запускает этот рефлекс? Запускает все кашлевой рефлекс. Это целая цепочка. Сначала идет раздражение специальных рецепторов кашлевых. Рецепторов. Да. Одних сигнал по чувствительным нервам идет в мозг, в продолговатый мозг. Там находится кашлевой центр. А уже оттуда, по двигательным нервам, команда идет к мышцам, которые отвечают за выдох. Это диафрагма, межреберные мышцы и мышцы пресса. А где находятся эти рецепторы? Только в горле? О, нет, не только. Они есть, конечно, в гортани, в трахее, особенно там, где трахея разделяется на бронхи. Это место называется бифуркация, оно очень чувствительное. В самих бронхах тоже есть. Так. Но, что интересно, они есть и в плевре, это оболочка легких, в перикарде, это сердечная сумка, в пищеводе и даже, что совсем неожиданно, в наружном ухе. В ухе. То есть, если в ухе поковырять, можно закашляться. Теоретически, да, у некоторых людей это может вызвать рефлекторный кашель. Удивительно. А на что они вообще реагируют, эти рецепторы? Что их может раздражать? О, раздражители масса. Это могут быть, например, химические вещества, которые выделяются при воспалении. Медиаторы воспаления, так называемые. Ага. Механические стимулы. Ну, пыль, крошки еды, если попали не туда. Или просто скопившаяся вязкая мокрота. Или слизь, которая стекает из носа по задней стенке глотки. Это называется постназальный затек. Тоже частая причина. Так. Потом термические факторы. Если вдохнуть слишком холодный или, наоборот, горячий сухой воздух. Аллергены, конечно. Разные газы, резкие запахи, табачный дым. То есть список длинный. Да, иногда это может быть даже механическое давление снаружи. Ну, скажем, если есть какая-то опухоль рядом с дыхательными путями. Очень частая причина, о которой не все знают, это заброс содержимого желудка в пищевод. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Или ГЭРБ. Кислота раздражает рецепторы в пищеводе, а иногда и попадает выше, в гортань. Даже так, а лекарства вы упоминали. Да, лекарства. Классический пример — это ингибиторы АПФ, лекарства от давления. У некоторых людей они вызывают такой сухой, навязчивый, упорный кашель. Понятно. И вот еще. В последние годы активно обсуждается теория синдрома гиперчувствительности кашлевого рефлекса. Это когда нервные пути, вся эта цепочка рефлекса становятся, слишком чувствительными. И тогда кашель может возникать даже от самых минимальных раздражителей, на которые здоровый человек и не среагировал бы. Получается, что вызвать кашель может, просто огромное количество всего. А сам вот этот толчок кашлевой, он же довольно сильный, да? По ощущениям, по крайней мере. О да, это очень мощный процесс. Там 3 стадии.
Сначала инспираторное, человек делает глубокий вдох, набирает побольше воздуха. Угу. Потом компрессионная стадия. Голосовая щель плотно закрывается, а мышцы выдоха, диафрагма, пресс, межреберные резко напрягаются. Давление внутри грудной клетки подскакивает просто до огромных цифр, до 140 мм ртутного столба, а то и выше. Ничего себе. И третья стадия – экспираторная. Голосовая щель внезапно открывается, и весь этот сжатый воздух с огромной скоростью вылетает наружу. Скорость потока воздуха в этот момент, вот в самой щели, может достигать 50, а то и 120 метров в секунду. Метров в секунду? Это же почти скорость урагана. Ну, почти. Это больше 400 километров в час, если пересчитать. Вот эта мощная струя воздуха, она и срывает со стенок бронхов мокроту или там пылинки, или что еще там застряло. Впечатляющие цифры. Неудивительно, что при такой силе кашель может быть не только полезным, вы говорили, он бывает и патологическим. Совершенно верно. Физиологический кашель – это наш друг, наш защитник. Но когда он становится патологическим, то есть слишком частым, сильным, мучительным, длится долго, он не всегда пользу приносит. А наоборот? А наоборот, он сам может стать проблемой, вызывать осложнения. Есть даже такое понятие «порочный круг кашля». То есть сам акт кашля может дополнительно травмировать, раздражать слизистую дыхательных путей, поддерживать воспаление, повышать чувствительность тех самых рецепторов. И это приводит к новому кашлю. Именно. Кашель порождает кашель. Получается замкнутый круг. Вот это действительно интересно. И к каким же проблемам, каким осложнениям может привести вот такой вот, казалось бы, обычный симптом, если он сильный и долгий? Осложнения могут быть самыми разными, затрагивать многие системы. Если говорить про дыхательную систему, то сильный кашель может вызвать бронхоспазм, то есть резкое сужение бронхов. Угу. Может повредить легочную ткань, привести к эмфиземе. Иногда при очень сильном напряжении может случиться спонтанный пневмоторакс. Это когда воздух попадает в плевральную полость, и легкое спадается. Угу. Ну и кровохарканье тоже возможно. Серьезно? А другие системы? Сердце, сосуды? Да, сердечно-сосудистая система тоже может страдать. Может упасть давление артериальное. Может повыситься давление в малом круге кровообращения, то есть в сосудах легких. Могут быть нарушения ритма сердца. А нервная система? Со стороны нервной системы описаны случаи так называемого кашлевого обморока – беталепсия. Это когда человек во время сильного приступа кашля на короткое время теряет сознание. Обморок от кашля. Да, из-за нарушения кровотока в мозге в этот момент. Но еще могут быть сильные головные боли, головокружение. В очень редких случаях у людей с предрасположенностью сильный кашель может спровоцировать даже мелкие кровоизлияния в мозг. Звучит пугающе. Что еще? Но из такого более бытового, но неприятного, мелкие кровоизлияния в глазах, под конъюнктиву, красные глаза после приступа. Тошнота, рвота особенно у детей бывает. Да, бывает. Очень сильные боли в мышцах груди и живота, они же напрягаются при кашле. Иногда бывают даже надрывы мышц пресса. У пожилых или ослабленных людей с остеопорозом возможны даже переломы ребер. Переломы ребер от кашля? Да, такое случается. Кашель может спровоцировать появление грыжи, паховой, пупочной или усугубить уже имеющуюся. И еще одна частая, но деликатная проблема, особенно у женщин, недержание мочи при кашле. Список внушительный. А психосоциальные аспекты? О, да. Хронический кашель очень сильно бьет по качеству жизни. Есть исследования, которые показывают, что это снижение качества жизни сравнимо с тем, что бывает при тяжелой ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких. То есть очень серьезно. Да. Кашель мешает спать, работать, общаться. Люди начинают стесняться кашлять на людях. Появляется тревога, страх, а вдруг это что-то опасное, серьезное заболевание? Да, теперь понятно, почему так важно докопаться до причины. Как врачи вообще классифицируют кашель, чтобы как-то систематизировать подход к диагностике? Классификация помогает, да. Основных критериев несколько. Самый главный, пожалуй, это длительность. Угу. Выделяют острый кашель, он длится до 3 недель. Чаще всего это при ОРВ бывает. Потом идет подострый от 4 до 8 недель. Такой кашель часто остается после перенесенной инфекции как остаточные явления.
А если дольше? А если дольше 8 недель, это уже хронический кашель. И вот он почти всегда говорит о каком-то длительном хроническом заболевании. Это очень важный маркер. Понятно. Длительность– ключевой момент. А еще как? Еще по характеру. Кашель бывает сухой, его еще называют непродуктивный, то есть без мокроты. Или влажный, продуктивный, когда мокрота откашливается. Сухой и влажный. Да. Еще важно время появления. Бывает кашель преимущественно утренний, классический кашель курильщика, например, или при бронхоэктазах. Бывает дневной, а бывает ночной, он часто характерен для астмы, или для ГРБ, или для сердечной недостаточности. Время суток тоже подсказка. Да. Ну и, конечно, интенсивность. От такого легкого покашливания КК до сильных, мучительных, изнуряющих приступов. Хорошо, с классификацией стало понятнее. А как на практике врач ищет причину? Особенно если кашель хронический. Что рекомендует вот это руководство? Руководство очень четко говорит. Основа основ — это подробный разговор с пациентом, сбор анамнеза, как мы говорим, и внимательный осмотр, включая прослушивание легких стетоскопом, аускультация. То есть просто поговорить и послушать. Да? И утверждается, что вот такой, казалось бы, простой подход, разговор и осмотр, позволяет поставить правильный диагноз в 80-85% случаев. Впечатляет. О чем врач будет спрашивать? Обо всем, что связано с кашлем. Как давно он начался, какой он, сухой или влажный. Если с мокротой, то сколько ее, какая она на вид, цвет, вязкость, нет ли примеси крови. Угу. Обязательно спросит про курение, курит ли человек, как долго, сколько сигарет в день. Про условия работы, нет ли контакта с пылью, химикатами, какими-то вредностями. Про лекарства, принимает ли что-то постоянно. Особенно важно выяснить про ингибиторы АПФ и бета-блокаторы. Про те самые, от давления. Да. Ну и, конечно, про другие симптомы. Есть ли изжога, отрыжка кислым, это подозрение на ГРБ. Есть ли насморк, заложенность носа, ощущение, что по горлу что-то стекает, это может быть синдром постназального затека. То есть важны все детали. Абсолютно все. Иногда еще используют специальные опросники, чтобы оценить, насколько сильно кашель мешает жить. Или просят пациента отметить интенсивность кашля по шкале от 0 до 10, это называется визуально-аналоговая шкала, ВАШ. И какие же причины чаще всего обнаруживаются при вот таком хроническом упорном кашле? Есть ли какие-то лидеры? Да, есть. В руководстве выделяют так называемую диагностическую триаду. Это 3 самые частые причины хронического кашля у взрослых, у которых при этом рентген легких нормальный, без явных изменений. 3 главные причины. Да. Первое — это бронхиальная астма. Причем не всегда классическая, с приступами удушья, есть так называемый кашлевой вариант астмы, когда кашель — это единственный или главный симптом. Астма без удушья только с кашлем. Да, бывает и такое. Вторая причина в триаде — это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. Тот самый заброс из желудка. Угу. И третье — синдром постназального затека. Сейчас его чаще называют синдром кашля верхних дыхательных путей. Это когда раздражение идет от слизи, стекающей из носоглотки. Астма, ГЭРБ и затек из носа. Именно. Вот это тройка-лидеры. А если к ним добавить еще 2 частые причины — это прием ингибиторов АПФ и хронический бронхит, который чаще всего связан с курением и может потом перейти в ХОБЛ. То получается Так называемая большая пятерка. Считается, что вот эти 5 состояний — астма, ГРБ, постназальный затек и АПФ, и хронический бронхит ХОБЛ — отвечают, где-то за 90% всех случаев хронического кашля. То есть в большинстве случаев причина кроется где-то здесь. В подавляющем большинстве. Важно еще помнить про кашель курильщика. Многие его игнорируют, считают чем-то само собой разумеющимся, но это всегда признак болезни, признак поражения бронхов. А правда, что у курильщиков кашлевой рефлекс слабее? Интересный момент. Да, у курильщиков со стажем чувствительность этого рефлекса может быть снижена. Но когда человек бросает курить, эта чувствительность довольно быстро восстанавливается. И иногда это приводит к тому, что кашель временно даже усиливается. Вот как. Хорошо, большая пятерка — это важный ориентир. А можно ли по самому кашлю, по его характеру или по виду мокроты как-то заподозрить, что именно не так? Есть какие-то подсказки?
Подсказки есть, да, хотя ставить диагноз только по кашлю, конечно, нельзя. Нужны и другие данные. Но некоторые особенности могут навести на мысль. Например? Ну, вот если говорить про острый кашель. При гриппе он часто сухой, такой надсадный, мучительный и температура высокая. При ларингите, воспалении гортани, кашель становится грубым, лающим, и голос сиплый. Ага. При классической бактериальной пневмонии кашель чаще влажный, с мокротой, может быть боль в груди при дыхании. А при коклюше это очень характерные приступы, такие спазматические. Кашель идет сериями толчков, без передышки, иногда до рвоты. Особенно у непривитых детей и взрослых. Понятно. А при хроническом? При хроническом кашле, ну, скажем, при хобл типичен длительный кашель с мокротой, особенно по утрам откашливается. При астме кашель часто приступообразный, может будить ночью или под утро. Часто сопровождается свистящим дыханием, одышкой. И характерно, что он облегчается после ингалятора, который расширяет бронхи. А при ГЭРБ? При ГЭРБ кашель обычно сухой. Он может усиливаться, когда человек ложится, особенно после еды. Часто сочетается с изжогой, отрыжкой. А кашель от ингибиторов АПФ, он тоже сухой, такой упорный, монотонный. И главный признак, он проходит сам по себе через некоторое время после отмены этого лекарства. А мокрота, ее вид о чем-то говорит? Да, вид мокроты тоже важен. Если она прозрачная и слизистая, это чаще бывает при вирусных инфекциях или при хроническом бронхите, когда нет обострения. А если желтая или зеленая? А вот желтая или зеленая гнойная мокрота – это обычно признак бактериальной инфекции. Бактерии там размножаются. Угу. Бывает мокрота ржавого цвета. Такое возможно при пневмонии, вызванной пневмококком, или при застое крови в легких из-за проблем с сердцем. Розовая пенистая мокрота – это очень тревожный симптом, может указывать на отек легких, нужна срочная помощь. А если мокроты много? Если мокроты много, она гнойная, откашливается полным ртом, особенно по утрам, это может быть признаком бронхоэктазов. Это такие необратимые расширения бронхов, где скапливается инфекция. Становится яснее. И какой же главный вывод из всего этого для лечения? Как правильно подходить к кашлю? Самая главная мысль, которая красной нитью проходит через все руководства, лечить нужно не сам кашель как симптом, а его причину. То есть не от кашля, а от того, что вызывает кашель. Именно. Успех всего лечения напрямую зависит от того, насколько точно поставлен диагноз. В документе даже есть такая фраза, что золотым стандартом подтверждения правильности диагноза служит положительный ответ на специфическую терапию. Что это значит? Это значит, что если врач заподозрил, скажем, астму, назначил лечение от астмы, и кашель прошел или значительно уменьшился, значит, диагноз был верным. Понятно. А вот просто назначать какие-то сиропы или таблетки от кашля, не разобравшись в причине, эмпирически, так сказать, это часто малоэффективно и может просто затянуть время, пока основное заболевание прогрессирует. Это ключевой момент — искать и лечить причину. А есть ли какие-то общие советы, не лекарства, которые могут помочь, облегчить состояние при кашле? Да, конечно. И они довольно простые, но важные. Рекомендуется, во-первых, покой. По возможности и физический, и эмоциональный. Стресс тоже может усиливать кашель. Угу. Во-вторых, пить много жидкости. Не меньше 1,5–2 литров в день. Теплая вода, чай, морсы, щелочная минералка без газа. Жидкость помогает разжижать мокроту, если она есть, и увлажняет слизистые. Пить больше. Что еще? Питание должно быть полноценным, сбалансированным. Важно создать комфортные условия в комнате. Оптимальная температура где-то 20–22 градуса. И очень важна влажность, в идеале 60–70%. Сухой воздух очень раздражает дыхательные пути. То есть увлажнитель воздуха может помочь? Да, особенно в отопительный сезон. Проветривать комнату нужно регулярно, избегать резких запахов, дыма, пыли, всего, что может раздражать. А если кашель влажный, с мокротой? Вот если кашель влажный, продуктивный, его нельзя подавлять. Наоборот, нужно помочь мокроте отойти. Иногда помогает легкий постукивающий массаж спины и перкуссионный массаж, если нет противопоказаний. Можно делать паровые ингаляции, если нет температуры и других ограничений. Увлажнять нос солевыми растворами – это тоже полезно, особенно если есть насморк или затек.
Это хорошие, полезные советы. А если все-таки без лекарств не обойтись? Какие основные группы препаратов используют? Еще раз скажу, выбор лекарства– это дело врача и зависит от диагноза. Но если говорить в целом о группах средств, которые влияют на кашель и мокроту, то их несколько. Какие? Во-первых, это большая группа мукоактивных препаратов. Их общая задача– как-то повлиять на мокроту, чтобы ее было легче откашлять. Они все одинаковые? Нет, они разные по механизму действия. Есть препараты, которые напрямую разжижают вязкую мокроту, разрушая ее структуру. Муколитики, например, ацетилцистеин. Они хороши, когда мокрота очень густая. Так. Есть другие, которые регулируют выработку секрета, делают его не таким вязким, нормализуют состав. Это мукорегуляторы, например, карбоцистеин. Угу. Есть препараты, которые уменьшают прилипание мокроты к стенкам бронхов и стимулируют ее выведение. Например, амброксол, бромгексин. Они еще стимулируют выработку сурфактанта, вещества, которое выстилает альвеолы и тоже помогает очистке. Интересно. Что еще? Есть средства, которые просто увлажняют секрет. Например, ингаляции гипертонического солевого раствора через небулайзер. Он как бы вытягивает воду в просвет бронхов. Это особенно эффективно при некоторых болезнях вроде муковисцидоза. А старые добрые отхаркивающие травы? Да, есть и отхаркивающие средства. Часто это растительные препараты алтей, термопсис, плющ или синтетический гвайфенизин. Они действуют рефлекторно через желудок, усиливая секрецию бронхов. Но надо сказать, что доказательная база у них довольно слабая, и часто бывают побочные эффекты, особенно аллергия на травы. Понятно. Значит, мукоактивные средства разные. Что еще используют? Вторая важная группа– это бронхолитики, препараты, которые расширяют бронхи. Сальбутамол, фенотерол и протропиобромид– это примеры. Зачем они при кашле? Они нужны, если есть спазм бронхов, как при астме или хобл. Когда бронхи сужены, мокроте труднее выйти. Бронхолитик расширяет просвет, и дышать становится легче, и кашлять эффективнее. Часто их назначают в виде ингаляций, особенно через небулайзер, так они действуют быстрее и лучше. Логично. А есть ли средства, которые сам кашель подавляют? Да, есть. Это третья группа противокашлевые средства, или антитуссивы. Вот они как раз действуют на сам кашлевой рефлекс. Подавляют его. Их можно пить при любом кашле? Нет, ни в коем случае. Их применение очень ограничено. Только при мучительном, сухом, непродуктивном кашле. Когда кашель не выполняет свою защитную функцию, а только изматывает человека, мешает спать, есть, восстанавливаться после операции. Или когда сам кашель опасен, например, может спровоцировать кровотечение. То есть только если кашель пустой и очень мешает? Да, и главное, только после того, как врач исключил серьезные причины, которые требуют другого лечения. Нельзя подавлять кашель, если в бронхах инородное тело или опухоль, например. Понятно. А какие они бывают, эти противокашлевые? Они бывают центрального действия, влияют на кашлевой центр в мозге. Среди них есть наркотические, как кодеин, он на спецрецепте, и ненаркотические, например, бутамират, декстрометорфан. А бывают периферического действия, они снижают чувствительность рецепторов в самих дыхательных путях. Хорошо. А какие еще группы лекарств могут применяться? Иногда используют противовоспалительные средства. Например, фенспирид упоминается в руководстве, хотя сейчас к нему есть вопросы. Ингаляционные гормоны, но это основа лечения астмы и хобл, а не просто симптоматическое средство от кашля. А антигистаминные? От аллергии? Старые антигистаминные первого поколения, которые вызывают сонливость, могут немного подавлять кашель за счет этого седативного эффекта. Но современные, которые сонливости не вызывают, на кашель обычно не влияют. Ну и, конечно, антибиотики. Их назначают только, если доказана бактериальная инфекция. На вирусный кашель они не действуют совершенно. Мы действительно охватили очень много. От самой механики кашля и его, скажем так, скрытых угроз до того, как врачи подходят к диагностике и почему так важно лечить именно причину, а не симптом. Да, и если попробовать сформулировать главный вывод из этих клинических рекомендаций, то он будет таким. Кашель – это не просто досадный звук. Это важный сигнал нашего организма. Игнорировать его, особенно если он затянулся на неделе, нельзя. То есть прислушиваться к себе. Обязательно. И прежде чем хвататься за таблетки или сиропы от кашля, нужно постараться понять, о чем этот сигнал говорит. Точная диагностика – вот ключ
и к эффективному, и к безопасному лечению. Спасибо. И по нашей традиции в конце какая-то мысль для размышления нашим слушателям. Да, вот мы упоминали концепцию синдрома гиперчувствительности кашлевого рефлекса, и в нашем источнике тоже говорится, что кашель может ослабевать во сне или даже под действием плацебо, то есть веры в лечение. Угу. И вот тут возникает интересный вопрос. Насколько вот такой хронический, изматывающий кашель, причина которого не всегда лежит на поверхности, может быть связан не столько с первоначальным толчком инфекции или рефлюксом или чем-то еще, сколько с такой, знаете, долгосрочной перенастройкой самой нервной системы, которая управляет этим рефлексом. То есть нервная система привыкает кашлять. Возможно, да. Возможно, она становится слишком чувствительной, и этот порочный круг — кашель, раздражение, кашель — поддерживает сам себя уже на уровне нервной регуляции. И, может быть, будущее лечение вот таких самых упорных, непонятных случаев кашля лежит как раз в том, чтобы научиться влиять на эту повышенную чувствительность нервных путей. Вот об этом стоит подумать.